Событие, которое никто не мог себе представить, стало теперь самой обсуждаемой темой в южнокорейском шоу-бизнесе. Казалось, что мир на мгновение остановился, когда пришла шокирующая новость о двух участниках BTS, известных своей невероятной близостью – Чонгуке и Тэхёне. Эмоциональный инцидент в аэропорту, свидетелями которого стали десятки глаз и который был записан фанатскими камерами, превратился в самую мучительную загадку, и армии по всему миру не перестают спрашивать, что на самом деле произошло между этими двумя. Чонгук, обычно известный своей мягкостью и чуткостью, внезапно покинул Тэхёна без слов после короткого, но напряженного разговора в вип-зоне аэропорта Инхчон. Не было ни прощальных объятий, ни улыбки, только пустой взгляд, после которого Чонгук быстрым шагом удалился от Тэхёна. Некоторые очевидцы утверждали, что слышали фразу, произнесенную дрожащим тоном, как будто полным сдерживаемых чувств. Но никто не мог с уверенностью сказать, кому было больнее в ту ночь – Тэхёну, который остался стоять неподвижно, или Чонгуку, который решил уйти со слезами на глазах. BTS многое пережили вместе. С первых дней дебюта до становления самой влиятельной группой в мире отношения между участниками всегда были главной основой их успеха. Но на этот раз мир становится свидетелем чего-то иного – эмоционального разрыва, который, кажется, заходит глубже, чем обычные разногласия. Армия безмолвствует, СМИ начинают строить догадки. Это просто недоразумение или это правда, что Чонгук решил отдалиться от Тэхёна после того, как между ними произошло нечто непростительное? Молчаливая конфронтация в аэропорту. Все началось с простого инцидента, по крайней мере, на первый взгляд. BTS должны были вылететь в Японию для участия в международном музыкальном мероприятии. Но перед отъездом атмосфера между Чонгуком и Тэхёном казалась холодной. Некоторые фанаты, ожидавшие в аэропорту, заметили, что айдолы не разговаривали друг с другом как обычно. Даже когда фанаты выкрикивали их имена, Тэхён лишь слегка улыбнулся и помахал рукой, в то время как Чонгук прошел мимо, не поворачивая головы. Отрывок любительского видео, загруженный фанатом, мгновенно стал вирусным в Твиттер, набрав миллионы просмотров всего за несколько часов. На видео Чонгук смотрит вниз, а Тэхён пытается что-то сказать. Но прежде чем Тэхён закончил фразу, Чонгук развернулся и ушел. Армии, посмотревшие видео, были опустошены не только действиями Чонгука, но и выражением лица Тэхёна, который, казалось, пытался сдержать слезы. Ситуация стала еще более загадочной, когда спустя несколько часов после инцидента Чонгук опубликовал сообщение на платформе Weverse. Сообщение было коротким, двусмысленным, но полным эмоционального смысла. Иногда приходится уходить даже от того, кому доверяешь больше всего, чтобы найти самого себя. Эта фраза потрясла мир кей-поп. Тысячи комментариев поступили за короткое время. Одни спрашивали, предназначалось это сообщение Тэхёну, другие пытались успокоить обстановку, говоря, что, возможно, это просто личные размышления. Но затем Тэхён сам написал что-то в своем аккаунте в Instagram, фразу, которая была не менее шокирующей. «Не всякое расставание начинается с ненависти. Иногда молчание – это последнее средство, чтобы защитить то, что уже разрушено». Это совпадение? Или эти двое действительно передают друг другу скрытые послания на глазах у миллионов своих фанатов? Невидимые раны и профессиональная дистанция. Отношения между Чонгуком и Тэхёном всегда были особенным событием для фанатов. Их часто видели поддерживающими друг друга на сцене, разделяющими смехом и обладающими химией, которую трудно описать словами. Многие армии даже называют их отношения «тэйкук», символ эмоциональной близости, выходящей за рамки обычной дружбы. Однако мир корейского развлечения известен своей суровостью, стрессом и часто испытывает на прочность даже самые крепкие отношения. Некоторые источники из южнокорейской индустрии развлечений начали давать туманные намеки о том, что на самом деле произошло. Сотрудник, который когда-то работал с BTS, анонимно сообщил, что напряжение между двумя айдолами начали проявляться в последние несколько недель, особенно после того, как был анонсирован сольный проект Чонгука без какой-либо публичной поддержки от Тэхёна.
По словам источника, Тэхьон чувствует себя обделенным, в то время как Чонгук чувствует себя непонимаемым. Хотя эти слухи не были подтверждены, эмоциональная атмосфера, которую продемонстрировали оба, кажется, усиливает это предположение. Но что еще больше смутило многих, это действия Чонгука, которые были на него совсем не похожи. Во всех интервью Чонгук всегда известен как преданный, мягкий и редко вступающий в конфликты с кем-либо. Так что же заставило его покинуть лучшего друга в общественном месте без слов извинений? В отсутствии ясности некоторые фанаты начали связывать этот инцидент с личным графиком Тэхьона, который недавно участвовал в фотосессии с Вуга Сквот на Гавайях. Чонгук, который в то же время продвигал свою сольную песню, предположительно почувствовал отсутствие моральной поддержки со стороны своего близкого друга. С другой стороны, считается, что Тэхьон пытался дать Чонгуку пространство, чтобы сосредоточиться на его индивидуальной карьере. Однако недостаток общения, возможно, привел к глубокому непониманию между ними. События в аэропорту также стали своего рода кульминацией накопившихся неразрешенных чувств. Эмоции взорвались не из-за обиды, а из-за усталости, которая накапливается между двумя сердцами, которые понимают друг друга, но оказались в ловушке сложной ситуации. Коллективное эмоциональное истощение. После инцидента многие армии написали сообщения поддержки в социальных сетях. Однако на фоне волны сочувствия возникли и споры среди фанатов. Одни встали на сторону Чонгука, который, как считалось, боролся с огромным внутренним давлением, в то время как другие считали, что Тэхьон не заслуживает такого обращения на публике. Вмешались и международные СМИ. Billboard, Rolling Stone и The Guardian написали статьи о том, как инцидент подчеркнул эмоциональный стресс, который испытывают кей-поп-айдолы за камерой. Даже некоторые корейские психологи дали свои профессиональные мнения о межличностных отношениях в айдол-группах, живущих под экстремальным общественным контролем. Один из психологов, профессор Ким Хён Джин из Сеульского национального университета, назвала это явление формой коллективного эмоционального истощения в группе, которая слишком долго была вместе без личного перерыва. Она сказала: «Иногда очень близкие отношения могут треснуть, потому что они слишком интенсивны. В мире развлечений, подобном кей-поп, где каждое взаимодействие замечается публикой, давление с целью всегда выглядеть гармонично может быть невидимым ядом». Это заявление довело многих фанатов до слез, потому что в конце концов и Чонгук, и Тэхьон всего лишь люди, две молодые души, которые выросли вместе, учились вместе и, возможно, теперь борются за то, чтобы защитить свои сердца от невидимых ран. Но тайна углубляется, когда 2 дня спустя Чонгук был замечен в аэропорту Ханеда в Японии один. Репортеры спросили его об инциденте в Инчхоне, но он просто опустил голову и коротко ответил: «Мне просто нужно время». Эти слова еще раз подтвердили, что за кулисами происходит нечто более серьезное. Тем временем Тэхьон решил остаться в Корее и отложил свой график съемок, сославшись на личные причины. Фанаты начали самостоятельно составлять хронологию. Несколько крупных фан-аккаунтов даже сделали подробный анализ их изменений выражения лица, загрузок и слов в последнем интервью BTS. Некоторые считают, что они просто поссорились и помирятся, но другие волнуются, что это признак разрушенных эмоциональных отношений, которые были символом истинной дружбы BTS. Чонгук в интервью японскому журналу сказал: «Иногда человек настолько важен, что ты не знаешь, как себя вести, когда он случайно причиняет тебе боль». Эта фраза, не называя никого по имени, была немедленно связана с Тэхьоном. Армии по всему миру начали отправлять тысячи писем в агентство Hype, прося ясности и надеясь, что эти двое смогут наладить свои отношения. Но до сих пор официального заявления от агентства нет. Hype лишь выпустила краткое разъяснение о том, что все участники BTS поддерживают хорошие отношения и уважают друг друга. Но для фанатов, которые следили за каждым их движением годами, эти слова кажутся слишком формальными, слишком мягкими, чтобы замаскировать реальность, которая может быть более сложной.
путь к примирению через молчание. Время идет, но рана, похоже, еще не зажила. Чонгук стал реже появляться в прямых эфирах, в то время Пак Тэх-йон казался более сдержанным на некоторых публичных мероприятиях. В радиоинтервью, когда его спросили о дружбе между участниками BTS, Тэх-йон просто тихо ответил: «Иногда лучшая любовь — это создать дистанцию». Это признак того, что эти двое действительно эмоционально расстаются, или они просто ищут новый способ понять друг друга в тишине. Никто не знает наверняка, но очевидно, что тот момент в аэропорту стал поворотным пунктом в истории их дружбы. Событие, которое ARMY всегда будет помнить как одну из самых эмоциональных глав в пути BTS. Возможно, как и их песни, которые всегда полны смысла, этот инцидент также был частью истории роста. За слезами и молчанием всегда остается надежда, что время все исцелит. Чонгук и Тэх-йон, два имени, которые вдохновили миллионы людей, возможно, просто учатся истинному значению потери, прощения и зрелости. Эхо песни «Still Here Without You». Через несколько недель молчание вокруг отношений Чонгука и Тэх-йона вызвало еще больше вопросов. Мир кей-поп, который обычно быстро переключается с одной горячей темы на другую, на этот раз, казалось, не хотел забывать об этом событии. Каждая фотография, каждая загрузка, каждая маленькая жест стали теперь предметом глубокого анализа фанатов и мировых СМИ. Через месяц после инцидента в аэропорту Инчхон наступил момент, который снова воспламенил эмоции ARMY. Чонгук выступил на благотворительном концерте, состоявшемся за закрытыми дверями в Сеуле, где он исполнил новую, неизданную песню. Песня называлась «Still Here Without You» — «Все еще здесь без тебя». И с того момента, как был спет первый куплет, вся присутствующая аудитория поняла, что это не просто музыкальное произведение, а самый честный эмоциональный всплеск сердца. Каждое воспоминание кажется призраком рядом со мной. Я пытаюсь улыбаться, но ты все еще здесь, тихо преследуя. Голос Чонгука дрожал, почти срываясь. Как будто он боролся, чтобы удержать что-то внутри себя. Каждое слово в песне подобно вскрытию слоя боли, которую он никогда не показывал публике. Фанаты плакали. Некоторые даже клялись, что видели слезы, капающие по его щекам, когда он пел последний куплет. «Я ушел, чтобы спасти нас обоих, но вместо этого потерял себя». После концерта СМИ немедленно связали песню с инцидентом в аэропорту Инчхон между ним и Тэх-йоном. Но что делает все это еще более эмоциональным, так это реакция самого Тэх-йона. Через 2 дня после того, как песня была официально выпущена на музыкальной платформе, Тэх-йон опубликовал в Instagram историю в виде видео ночного неба с подписью: «Некоторые люди поют, чтобы забыть, другие, чтобы помнить». Эта фраза мгновенно потрясла сердца миллионов людей. Многие фанаты считают, что эти двое общаются через произведения и символы, более тонким и значимым способом, чем прямые слова. Однако, как огонь, который не может быть потушен ветром, продолжают появляться новые слухи. Некоторые корейские СМИ начали сообщать, что за эмоциональным инцидентом скрывался более сложный профессиональный конфликт. Старший репортер по вопросам развлечений написал в своей статье, что Чонгук и Тэх-йон имели серьезные разногласия по поводу своих сольных проектов. Согласно отчету, Чонгук чувствовал, что Тэх-йон был слишком открыт в выражении своих чувств в социальных сетях, в то время как Тэх-йон на самом деле считал, что Чонгук начинает отдаляться от эмоциональных ценностей, которые раньше держали их близко. Личные конфликты, начатые из чувства заботы, превратились в холодную дистанцию. В этом и заключается трагическая сторона. 2 человека, которые понимают друг друга слишком глубоко, иногда становятся теми 2 людьми, которым труднее всего понять друг друга, когда их сердцам больно. Spring Day и слабая улыбка. Но со временем начинают появляться чудеса. Через несколько недель после всех этих спекуляций один из фанатов в Японии поделился коротким видео, которое вновь разожгло надежду. На видео, случайно снятое за кулисами музыкального шоу, Чонгук стоит недалеко от Тэх-йона. Они не разговаривали, но маленький момент показал что-то еще. Чонгук повернул голову, смотрел на Тэх-йона несколько секунд, затем медленно опустил голову, как будто хотел сказать что-то, что не мог произнести. Момент длился всего несколько секунд, но его было достаточно, чтобы весь фандом BTS заново затрепетал.
Армия воссоединилась с надеждой. Они помирятся. И эта надежда, похоже, не была просто мечтой. Через 2 недели после того, как все это произошло, на самой большой ежегодной музыкальной церемонии награждений в Корее, эти двое наконец-то были замечены на одной сцене. BTS исполнили свою легендарную песню «Spring Day». Песню, которую часто символически интерпретируют как песню о разлуке, тоске и надежде на воссоединение. В середине песни камера запечатлела момент, который заставил весь мир затаить дыхание. Тэхьон посмотрел на Чонгука, слабо улыбнулся, и Чонгук ответил маленькой, едва заметной, но значимой улыбкой. Армии плакали. Тысячи комментариев наводнили социальные сети фразами типа «Они помирились, весенний день вернулся по-настоящему» и «Настоящая дружба никогда не будет сломлена». Однако после этого события оба снова замолкли. Ни задрузок, ни разъяснений, ни явных признаков того, что их отношения восстановились. Казалось, они решили исцелять друг друга в тишине. Фанаты могли только догадываться по теням, по каждой песне, по каждому маленькому выражению, по каждому взгляду, запечатленному на камеру. Эксклюзивное интервью, проведенное через несколько месяцев журналом Vogue Korea с Тэхьоном, добавляет еще один эмоциональный слой в эту историю. На вопрос о значении дружбы в его жизни Тэхьон ответил спокойным, но острым тоном. «Иногда мы теряем людей, о которых заботимся, не из-за ненависти, а потому что нам обоим нужно пространство для роста». Эти слова, кажется, подтверждают, что то, что произошло между ними с Чонгуком, было не просто ссорой, а путем к эмоциональной зрелости. Он добавил: «Я верю во время. Если что-то искреннее, время снова соберет это вместе в лучшей форме». Между тем Чонгук в отдельном интервью Rolling Stone Japan сообщил нечто подобное. «Я узнал, что молчание иногда сильнее слов. Не всякое расставание означает конец. Иногда это способ понять истинное значение присутствия. Для многих это признак того, что эти двое начали смиряться со своим прошлым. Хотя, возможно, они не полностью простили друг друга. Но именно в этом и заключается красота, что даже раны могут быть другой формой любви». Программа дуэта. Со временем динамика среди участников BTS вновь начала теплеть. Во время одной из прямых трансляций группы Джин в шутку упомянул, что эти двое из Макнелайна перестали злиться друг на друга, что вызвало смех у других участников. Чонгук и Тэхьон усмехнулись на экране, но не стали комментировать дальше. Хотя момент длился всего несколько секунд, мир знал, что лед между ними медленно тает. Однако суровый мир развлечений не дает много времени, чтобы по-настоящему отдохнуть от стрессов. Когда BTS снова объявили о своей индивидуальной деятельности, и Чонгук, и Тэхьон, похоже, сосредоточились на своих проектах. Тем не менее, публика продолжает надеяться, что за всей этой суепой есть личный момент, когда эти двое сидят вместе, разговаривают по душам и исцеляют раны, которые были широко открыты. Источник в музыкальной индустрии даже утверждает, что эти двое начали тайно работать над совместным музыкальным проектом. Говорят об эмоциональном дуэте, который они готовят. Источник сообщил корейским СМИ, что песня, по его словам, станет размышлением об их пути как лучших друзей и товарищей по группе. Если это правда, песня может стать самым ожидаемым эмоциональным искуплением в истории BTS. Новость заставила мир, казалось, затаить дыхание. Фанаты начали гадать о дате релиза, теме песни и значении, которое она может нести, но до сих пор нет официального подтверждения. Все по-прежнему остается загадкой, как и их красивые, но хрупкие отношения. Метаморфоза и вечная истина. Со временем Чонгук и Тэхьон теперь выглядят более зрелым перед лицом общественного давления. Они редко отвечают напрямую на слухи и предпочитают направлять свои чувства через произведения искусства. Многие наблюдатели культуры кей-поп считают, что эти двое превратились в настоящих артистов, которые используют личные раны как топливо для творчества. Один музыкальный журналист написал в редакционной статье: «Возможно, мы слишком привыкли хотеть мгновенного счастья, когда человеческие отношения являются самой сложной вещью в мире. То, что мы видим между Чонгуком и Тэхьоном, это не разрыв, а метаморфоза». И это правда. В каждом произведении, которое они создали после инцидента, было чувство зрелости, которое невозможно подделать. Чонгук начинает писать песни с интроспективными текстами о потере и принятии, в то время как Тэхьон глубже погружается в свою артистическую сторону через мягкую, но меланхоличную музыку, как будто эти двое разговаривают друг с другом через тона, а не слова.
В конце года BTS провели короткое воссоединение для глобального благотворительного мероприятия. Когда они стояли вместе на сцене, камера снова запечатлела нечто, что нельзя было объяснить логикой. Теплый взгляд между Чонгуком и Тэхёном, сопровождаемый легким подхлопыванием на плечо. Ни слов, ни заявлений, только значимое молчание. Но для армии этого более чем достаточно. История Чонгука и Тэхёна — это не только конфликт между двумя лучшими друзьями, но и о том, как люди учатся справляться с ранами, не теряя любви. О том, как можно уйти не из ненависти, а из желания защитить что-то большее. О том, как разрыв может быть началом более глубокого понимания. И, возможно, за всей спекуляцией и слухами только они двое действительно знают, что произошло в ту эмоциональную ночь в аэропорту. Но одно можно сказать наверняка. Мир научился у них чему-то. Что даже в центре внимания искренность все еще может расти, даже если она окутана ранами. Их дружба стала теперь легендарной историей, которая живет не только среди фанатов BTS, но и в сердцах миллионов людей, которые когда-то почувствовали чувство потери, разлуки и надежду на примирение. Потому что, как однажды сказал Чонгук в одном из своих текстов, не каждое расставание означает конец. Иногда это просто способ Вселенной дать тебе время, чтобы найти дорогу домой. И, возможно, однажды, когда все раны полностью заживут, они снова встанут на одну сцену. Не просто как символ единства BTS, но как два лучших друга, которые прошли через бурю, поняли значение прощения и, наконец, обрели покой. До тех пор мир будет продолжать ждать. Потому что история Чонгука и Тэхёна — это не только история двух звезд кей-поп. Это история о людях, дружбе, потере и любви, которая выдерживает все.